Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Сегодня у нас с вами видео пойдет об нашем универсальном солдате. Не успели мы на нем отрегулировать и сделать сцепление, как случилась новая беда. Отпадило у нас колесо, но не сильно отпадило. Ехали в общем по полю. За рулем был Владимир Семёныч. Хорошо, что не я, иначе бы не доказал. Ехал, и хлоп встал. Скорости все хорошо включается, а он на месте стоит. Вышли из трактора, посмотрели, вроде все нормально. Единственное, между, вот в общем, вот в этом месте, где расположен вот здесь вот еще правый тормозной корпус, его еще чулком называют. Смотрим, из-под низу масло с слегонца закапало. Ну и в общем, с места мы так и без буксира не смогли стронуться. Приехали домой, разобрали. Оказалось, как многие говорят, но у нас это впервые, в общем, обрезало вот этот вот вал. Это получается правый вал конечной пары. Вот так вот его обрезало. Представляете? Ладно, понимаю, бы какая-нибудь кочка была, или резкий удар, или еще что-либо. Просто ехали по полю, и он встал. Щелчок, конечно, небольшенький был, но это, по-видимому, вот он щелкал. И просто встал. Кинулись мы по магазинам звонить. Техника, как сами понимаете, раритетная, заграничная. Мы живем в России, если что. Оделся он на Украине. И ни в каких магазинах запчастей на них не было. И вот такой вот вал. Сейчас вот он пришел нам по транспортной компании. Пришел он аж с города Курска. Вот, спустя 2 недельки. Ну, его будем сейчас ставить. Позвонила, конечно, в магазины. Такие валы были. Есть, вернее, но очень далеко. По-моему, в Волгоградской, что ли, в области. Тоже вот позвонил, спросила, говорю, а чье производство? Сказали, вроде бы как тоже украинское. Но я спрашиваю, может, китайское или еще что? Наши братья из Поднебесной на все дела умельцы, в общем. Ну и все сейчас мы будем разбирать. Сейчас еще туда дальше залезем, посмотрим. Там то, что он какая-то шестерня и неправильно стоит. Когда мы вытащили оттуда вал, и вот она выпала. Заменим, скорее всего, вот эти вот манжеты. Сальнички в простонародье. Ну и, конечно же, буду показывать все вам. Здесь вроде бы все целое, все нормально. Здесь тоже вот манжетка стоит. Ну все, приступаем к работе. Здесь и так у нас лопухи выросли, пока он стоял в таком положении. Еще мы в правом тормозном корпусе. Еще мы обнаружили в правом тормозном корпусе, в простонародье чулок называется, вот такие вот трещины, микро. Вот одна идет, и вот вторая идет. Здесь я помаленечку, вот она сквозная практически, но туда не идет, а вот здесь вот. Вот начал болгаркой, шлифовальным диском, зашел. А здесь сейчас просверлим и по шарошечкой заглубим. Пока сделаем так, временно. Ну и в то же время будем искать вот такой вот правый тормозной корпус. У кого, если вдруг есть на продажу, напишите. Мы с удовольствием приобретем. Но если, конечно, до этого времени не найдем его. Ну а пока делаем так. Сейчас, когда подготовлю для сварки, обязательно вам покажу. Подработали мы вот так вот шарошечкой. Все хорошо. Сейчас пойдем к сварщику хорошему, опытному. Здесь вот тоже подработали он все. Вот так вот по трещине. Он так и просил, говорит, немного заглубите, чтобы было за что хвататься. Не просто сверху наложить, а еще вот так вот приварить, в общем. Потом покажу, что у нас получилось. В общем, сварщик нам вот так вот наварил здесь. Немного пруток положили, усилили. Здесь тоже все вот обварил. Сейчас бы, конечно, вот это место желательно профрезеровать.
Но, к сожалению, станки в организациях есть, стоят, а вот работать на них некому. Поэтому берем мы в руки нашу болгарочку, она же шлифовальная машина. Ну и будем стараться как можно ближе к заводскому сделать, отшлифовать вот это вот следы сварки. Ну все, приступаем. Итак, уважаемые зрители, собрали мы в кучу конечную передачу. Как видите, установили мы вал на его штатное рабочее место. Когда мы открутили изначально вот это вот редуктор, корпус этот, оставался тормозной вот в этом месте. И мы, когда этот сломан был вал, мы его не могли вытащить. Не могли вытащить из-за вот этих вот стопорных колец. Они расположены с обоих сторон тормозного диска. И расположены они в прорезях этих шпонках. Сейчас мы будем устанавливать на его штатное место. Здесь, как видите, заменили некоторые шпильки, посадили их на вот такой вот резьбовой герметик. Вот фиксатор резьбы анаэробный какой-то. Посоветовали, очень хорошо держит. Ну, посмотрим. Заменили также манжету. Сальник в простонародье, кому интересно, размер стоит 45 на 65. Ну и все. Сейчас будем устанавливать передачу вот эту вот конечную на штатное место, на рабочее. Как говорится, делать втыкание. Ну все, приступаем. Держу. Так, тихо. Еще идет, идет. Да я понял, что идет. Так, куда ее подставить? Сюда? Во-во. А кого? Че подставить? Бортовую эту, Денкрат, скорее. Вывернуть она не вывернется. Это кутанется, Леша. Я его не под этот. Во, еще разок. Много будет. Нет, нет. Все. Давай. Поднимай. О. Защелкнул. Да. Только смотри, чтобы он не сыграл. Ты как-то знаешь, он у тебя стоит, надо на меня маленько его. На меня пихай. О. Ты шпильки видишь эти центровые? Вижу. Что, точно идут? Да их не дошли? Нет. Так, а может быть это? Пробовать опускать? Он же здесь сейчас стоит.
И она ее должна туда давануть. Тем самым вот это вот все ослабится. Давай попробуем. Опустить? Да. Я думаю, что вот это вот беда мешает. Отходи оттуда, отойди оттуда. Все, ее можно вытаскивать. Итак, как видите, установили мы таким нехитрым способом бортовую. Сейчас осталось только нам гайки закрутить в обратной последовательности, как мы их раскручивали. Ну все, крутим гайки, продолжаем. Итак, уважаемые зрители, закончили мы сборку редуктора. Как видите, вот все мы законтрагаили, все на резьбовой герметик. Короче, сейчас ну никак не должно открутиться. И также мы поставили колеса в их родное положение, так как, может быть, мы так посчитали, что большой причиной могло послужить то, что было очень широко. Ну, может быть и нет, может мы ошибаемся, но решили поставить в родное положение. Также отрегулировали колесо. Вот она, считай, не шевелится. Не считай, не шевелится. Это здесь я еще не затянул. Вот на резьбовых соединениях. И сейчас вот посмотрим, как вот это у нас шевелится. Это мы еще не регулировали. Вон, видите, как ходит. Но это сейчас вам обязательно покажу, как мы это делаем. Здесь ничего зазорного нету. Ну и сейчас мы заканчиваем полностью все собирать. Так как мы искали причину, вскрывали вот эту крышку. Не знаю, как она здесь правильно называется. Крышка, наверное, моста или... Крышка коробки. Коробки переменных передач. Здесь как-то все заедино. Также снимали бак. То, что здесь все мешалось. Заодно сейчас мы его почистим. Ну и все. Останется только проверить. Собрать все в кучу и проверить. Но это же, конечно, я вам покажу. Вам обязательно. Ну все, приступаем работать дальше. Итак, уважаемые зрители, вот и закончился наш ремонт почти. Прибрали здесь немножко. Трактор готов в бой, наш универсальный солдат. Ну и как и обещал, покажем вам сейчас на примере левого заднего колеса, как отрегулировать лифт, чтобы вот так вот было, как на вот этом колесе. Для этого нам необходимо сейчас демонтировать заднее колесо. Вот с чем сейчас хорошо справляется Михаил. Сейчас демонтируем и будем приступать к регулировке. Она недолгая, но для этого вот необходимо снять колесо. Конечно, колесо можно и не откручивать, но мы для удобства, когда есть вот такой вот домкрат хайджек, мы это делаем. Демонтировали колесо. Ну и как видите, вон, видите, болтается как. Вон, люфт ходит. Небольшой, но есть. И чтобы нам его сейчас убрать, для этого нам необходимо залезть вот под вот эту вот крышечку. А чтобы под нее залезть, надо отвернуть 4 болтика. Все, приступаем. Отвернули мы эту крышечку. Как видите, под крышкой расположена полуось, затянута и зашплинтована. И также под этой крышкой расположено, как видите, вот 2 отверстия. Ровно под такие же болты, что стояли здесь. Сейчас мы будем заворачивать их сюда, вот так вот. Тем самым вот эта пластина у нас отойдет. Будем равномерно. И верхний, и нижний. Вот эти вот. Ну все. Откручиваем. Закручиваем и оттягиваем, вернее. Вот так вот 2 болта наживулили. И помаленечку затягиваем. Только помаленечку. Так как видите, что я все делаю под чутким руководством своего отца, Владимира Семеновича, у него такая ситуация уже была. Лопался стакан. Так что аккуратно это все дело. Сейчас он мне тоже это дело приговаривает. До упора закрутил, потом начинаешь крутить помаленьку. Как видите, вот здесь вот образовалась щель у нас. Но ее уже практически достаточно, чтобы засунуть
вот такую вот регулировочную пластинку. Она идет вместе с трактором. Вот. Они идут вместе с трактором. Да, вот видите, она все нормально засовывается. Подожди, Леша. Надо не... Вот этот конец, вот, видишь, специально под болт. Вот сейчас ее втравливаешь, ставишь болт и потом начинаешь двигать. И она станет на место. Ну это другой. Тогда болт надо брать. И это должна пройти между вот этим. Ну все понятно. Так, подожди. А, вот она как должна. О, ставка, ну-ка, лови. Еще маленько. Поймал? Давай. Нет. Ну-ка, стой-ка я сейчас по новой. О, ну-ка, тогда надо бородком ловить. Когда полностью под вот эту вот пластину загнали регулировочные пластинки, просто берете вот такой вот бородочек, чтобы потом вам не мучиться, и такими вот круговыми движениями отцентрируйте под болты. Ну и соответственно можно проверить. Вот видите, идет болт. Идет болт. Идет болт. Ну это, я верхний-то я не засунул. Это И здесь уйдет болт. Ты засунул уже? Да, все засунули. Все, устанавливаем крышку на место и затягиваем. Вот на этом у нас вся регулировка. Установили крышку на место, затравили все 4 болта. Теперь начинаем протяжку этих резьбовых соединений болтов. На этом наша регулировка люфта колеса завершена. Сейчас вам покажу результат. Итак, уважаемые зрители, установили мы колесо обратно. Вот оно у нас крутится без проблем. Также проверяем сейчас. Вот трактор весь шевелится, а стуков нету. Есть небольшой люфточек, но он и должен быть. Это означает о том, что подшипники мы не затянули. Тем самым, если люфта этого не будет, небольшенького, это значит подшипники затянуты будут. Немного проходит и придут в негодность, придется менять их. Ну и также мы, как вы уже посмотрели, поменяли местами колеса. Установили их как положено, как он шел с завода. Мы их переворачивали из-за чего? Из-за того, что на погрузчике был установлен кун, стогомет. И мы стога, в общем, в прошлом году вершили. Ну а в этом году мы уже перешли на вот этот вот уровень. Вот, пресс-подборчик, грабли-ворошилки. То есть в этом году мы даже стога не ставили. Поэтому устойчивость нам не нужна уже теперь. Ну все. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайочки, дизлайочки, без них тоже никуда. В комментариях задавайте вопросы. Отвечу абсолютно всем без исключения. Ну и всем всего доброго и до новых встреч. Ну и как я уже говорю, не ломайтесь, а работайте на этой технике. Подними.